меня есть друг, Саша итальянец, опытный рыбак, живет на воде с ледохода до ледостава. Однажды вечером мы вместе возвращались на базу после рыбалки. Солнце висело над самым горизонтом, играя бликами на тихой воде, а по ярко освещенным деревьям таинственно скользила тень от нашей лодки. Я с удивлением наблюдал за этой почти мистической красотой. А Саша тогда посмотрел на меня и сказал: «Вот ради таких эмоций, Игорёх, я здесь и живу». Такие же яркие эмоции должны дарить и лодки, на которых мы ходим. Румпельный рейнджи создан именно для тех мест, где мы с Сашей ловим рыбу. Это верховья Киевского водохранилища, где острова образуют множество узких закоряженных проток и обширные щучьи поля, поросшие травой. Места доступные не для любой лодки. Минимальная осадка и маневренность здесь почти равносильны успешной рыбалке. Много лет я ловил исключительно судака, и только недавно решил по-настоящему увлечься другими хищниками. Переоценить плюсы использования толкового электромотора у меня так и не получилось. Ведь у тебя есть возможность не только правильно заякориться, а значит точно доставить приманку в нужное место, но и тихо-тихо пройти по 20-сантиметровой глубине, не напугав рыбу. Это, несомненно, улучшает комфорт на рыбалке. А ведь рейнджи мы создавали в первую очередь для комфорта. Как стартовый, так и тяговые аккумуляторы находятся в корме. Это положительно сказывается на развесовке лодки во время глиссирования, но не влияет на заливание с кормы при остановке. В центральном рундуке кормового подиума легко помещается стандартный 25-литровый бак и обеспечен легкий доступ к помпам. Но у меня нередко бывают длительные переходы, поэтому я установил стационарный бак увеличенной емкости. Многие годы я выходил на воду преимущественно в одиночку. Правда, последние пару лет мне везет на компанию с лучшими рыболовами из разных стран. Это не только гигантское удовольствие, но и бесценный опыт. Так родилось желание освоить твичинг. Как и в любом другом виде ловли, здесь важна высокая палуба, с которой удобно выполнить любую проводку или сделать сложный заброс. Удобная, безопасная на воде и, главное, с малой осадкой. Она создана для прохождения глубин от 15 сантиметров. Всего 6 градусов на трансе. Казалось бы, такая лодка должна быть некомфортной на волне. Но это не так. Волну до полуметра рейнджи практически не замечает. Объяснить это несложно. Большая длина и переменная килеватость на днище. Место капитана в самой корме. Достаточная для хорошей устойчивости, но не чрезмерная ширина по скуле. Я себе не представляю современную рыбацкую лодку без пеналов для хранения спиннингов. В рейнже таких пеналов 2, в общей сложности на 4 спиннинга. Под ними помещается еще много снастей, которые будут не лишними во время рыбалки. Остальные вещи укладываются в носовые рундуки за лайвелом, о которых немного позже. По правую руку от капитана находится неглубокий сухой бардачок для мелочевки. Это, по сути, встроенная в лодку коробка для любимых снастей, которые чаще всего используются во время рыбалки. Второй такой же бардачок рядом с местом, где рыбачит напарник. В рейнже есть специальное место и для мобильного телефона. Если шумит мотор или телефон находится на беззвучном режиме, через окошко в этом бардачке будет видно, что тебе звонят. Румпельный рейнджи создавался в том числе и как лодка для троллинга. Долгое время к этому виду ловли я относился весьма неоднозначно, пока не познакомился с Сашей итальянцем. Оказалось, это совсем не сонная и скучная рыбалка. Сделать так, чтобы воблер не рыл дно, поднимаясь на бровку, а шел от него в 5 сантиметрах. Провести приманку, зная, в какой точке будет поклевка. Виртуозно избегая цепы, пройти по длинной тоненькой дорожке в завале корчей. Итальянец демонстрировал настолько тонкую работу со снастью, такое умелое управление приманкой и ее скоростью, что не увлечься было просто невозможно. И в результате трофей за трофеем.
В то время года румпель победил все плюсы консоли. Когда работаешь с рыбой за 30-50 килограмм, очень удобно пройти по полкам вслед за нею, и при этом ничего тебе не будет мешать. Но самое главное, румпельное управление позволяет гораздо качественнее работать с приманкой. К слову о карплотерах. Если раньше на многих румпельных американцах эхолоты устанавливались по левому борту, и это было удобно, то сейчас, в эпоху сенсорных экранов, карплотер должен быть под правой рукой, ведь левая управляет мотором. Если же мы троллим вдвоем, то экран эхолота поворачивается на 90 градусов, параллельно оси лодки. В результате контролировать глубину и рельеф дна могут по прибору оба рыбака. И как все-таки приятно, усевшись в любом месте лодки, руками поднять рыбу на борт. И при этом нужный инструмент для работы с рыбой всегда будет находиться на расстоянии вытянутой руки. Перед короткими переходами прятать и доставать спиннинг из рундука не очень удобно. Но можно просто положить на полку, предусмотрев дополнительный крепеж для безопасности. Когда начинаешь говорить о нюансах ловли на джиг, остановиться трудно. Экстрафастовые пруты, особенности постановки на точку, изучение рельефа дна во время проводки, работа в непосредственной близости от придонных коряг, умение выбрать и подать приманку. И как удобно не прыгать вверх-вниз при переходе от носа к корме, просто идти, не думая о преградах, консолях и ступеньках. Ощущение поклевки в пятку. И с каждым годом все более осознанное понимание того, что еще многому надо учиться. Не бывает рыболовной лодки без лайвова. Такого, чтобы смог доставить рыбу живой до места назначения. Много я с собой не беру по эгоистическим соображениям. Приятно поймать старого знакомого с отметинами от своих крючков. Это тот еще кайф – вытащить клыкастую килограмм на 5, поздороваться и снова отпустить, для того, чтобы, возможно, еще раз с ней встретиться. Когда проводишь целый день на воде, хорошо иметь возможность прилечь в лодке, дать отдохнуть спине. Или просто поваляться и послушать тишину. Поэтому я и люблю рыбачить один. Все необходимое всегда со мной и легко помещается в рундуках носового подиума. В первом – запасной винт, зарядная и педаль электромотора. Во втором достаточно места и для личных вещей, и для необходимых дополнительных снастей. Все рундуки сухие. Тент тоже не забыт. Для его хранения мы придумали специальный съемный рундук. Когда тент не нужен, рундук разбирается и кокпит становится длиннее, сантиметров на 30. При этом органайзеры, расположенные вдоль бортов, становятся еще более вместительными. Если хочешь переночевать в лодке, носовая палуба из стенок рундука буквально за 1 минуту превращается в просторную кровать. Пока совсем не стемнело, надо выбрать место для ночлега.
Палатку тент собирать недолго. Поставил дуги, закрепил носовую часть, потом боковины с окнами. Входная часть тоже из прозрачного материала, к тому же имеет вставку из москитной сетки. Поскольку палатка тент закрывает только носовую палубу, на корме остается полноценная вымостка для ранних рыбаков. Благо фидеры тоже есть куда складывать. Бывает, что палатка тент выручает и днем, когда нужно переждать непогоду. Наступает утро нового дня. Саша-итальянец ждет меня сегодня. Он опытный рыбак и не торопится. Его рыба начинает клевать с 10 утра. Мне вечером возвращаться в городскую суету, поэтому я спешно и по-глупому раньше положенного времени проверяю точки. Вы спросите, почему его нет ни в одном кадре этого маленького фильма? Отвечу. Итальянцу не интересна суета. Он живет здесь. Живет природой. А рейнджи созданы для него тоже. Создан быть надежным другом.